Всем привет, это Ярослава, и это новый эпизод Learn Russian with News, где мы читаем новости на русском языке, чтобы говорить по-русски лучше, чтобы понимать русские тексты лучше и вообще прокачивать fluency. Поэтому, если вы хотите изучать русский таким интересным способом, то добро пожаловать. И хороших новостей сегодня у меня нет, но есть много интересной грамматики, много хорошей лексики и, конечно, новости. Есть новости, которые все сейчас обсуждают. И давайте начнем. Возможно, вы знаете, кто эта девушка, возможно, вы слышали эту новость, возможно, вы слышали про ее дело. Художницу Сашу Скочеленко приговорили к 7 годам колонии по делу об антивоенных ценниках. Это не очень большой текст, сначала мы его прочитаем полностью, потом разберем все слова и вообще все, что здесь написано. Я вам расскажу побольше про это дело. И в описании есть ссылка на PDF-файл со словарем, с небольшой практикой и с этой статьей, поэтому вы можете этот файл скачать бесплатно, чтобы попрактиковаться. А если вам нравятся эти видео и вы хотите поддержать мой канал, то можете подписаться на специальную рассылку для поддерживателей, для саппортеров. Ну, в общем, ссылка будет в описании, и эти PDF-файлы вам будут приходить каждый раз. И если вы хотите обсудить эту новость и не только эту новость, то приходите в наш разговорный клуб, где мы, собственно, говорим про всякие новости, что происходит сумасшедшего в России и в мире. Скажу сразу, что это дело очень неприятное. В русском языке есть такое слово, которое нельзя перевести точно в другие языки. Ну, по крайней мере, в английский. Это слово «беспредел». Теоретически можно перевести как беззаконие, lawless, но в русском языке уже есть слово «беззаконие», а слово «беспредел» оно гораздо глубже. Потому что беспредел – это не только когда не соблюдаются законы и не выполняются законы. Это еще и особо циничное их неисполнение, когда нарушаются социальные, моральные нормы. И я думаю, что если в каком-нибудь словаре будут искать иллюстрацию к слову «беспредел», то эту новость можно использовать как иллюстрацию. Итак, мы с вами сейчас прочитаем эту статью сначала полностью, от начала до конца, потом будем разбирать, потом будем читать детально, слово за словом. Художницу Сашу Скочеленко приговорили к 7 годам колонии по делу об антивоенных ценниках. Василеостровский суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Сашу Скочеленко к 7 годам лишения свободы по делу об антивоенных ценниках, сообщает корреспондент «Новой Европы» из зала суда. Ранее гособвинитель требовал дать девушке 8 лет колонии. С учетом проведенного в СИЗО времени, Скочеленко должна провести в колонии общего режима 4 года и 8 месяцев. Так, это сама девушка. Скочеленко была признана виновной по статье о фейках о российской армии по мотивам политической вражды. Часть 2, статья 207.3 УК РФ. Девушка не признала свою вину и отвергла заявление о том, что распространяла ложную информацию. 13 апреля 2022 года Сашу Скочеленко арестовали за замену ценника в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге на листовке с информацией о погибших мирных жителях при обстреле драмтеатра в Мариуполе. Позже стало известно, что донос на девушку написала 72-летняя пенсионерка. Меня крайне возмутила прочитанная мною клевета. Поскольку я очень переживаю за российских солдат на Украине, смотрю все новости про это, рассказала женщина во время дачи показаний. При этом позднее она отметила, что была удивлена столь суровому наказанию для Скочеленко. Честно говоря, я считаю, что если Дарье Треповой дадут 15 лет, то за бумажки можно было бы, конечно, поменьше. Я вообще-то удивлена была.
Я с самого начала прокурорам говорила, ну что за глупость-то? За это столько же не дают. Выпороли и отпустили, заявила женщина. Скочеленко признала факт распространения листовок, но заявила, что не считает себя виновной в распространении фейков. Я просто хотела остановить войну. Это и было моей мотивацией. Не ненависть, а сострадание. Я уверена, что каждый человек в этом зале не хочет, чтобы была война, говорила Скочеленко на одном из заседаний суда. Итак, добро пожаловать в российское правосудие. Скажу сразу, что я взяла не полностью эту статью. В этой статье есть еще информация про диагнозы Саши, про ее болезни, что она болеет и что ей физически тяжело по состоянию здоровья. Во-первых, быть в тюрьме, ее здоровье ухудшается, когда она в тюрьме. И после этого приговора, когда ее отправят в колонию поселения, то ее здоровью угрожает настоящая опасность. Она может не дожить до конца этого срока. Я не взяла эту информацию, потому что я решила сфокусироваться на другой части статьи. Но знайте, что это тоже важно, и что эта информация есть. Да. Итак, мы с вами сейчас прочитаем и разберем всю грамматику, всю интересную лексику, связанную с этим беспределом. Итак, во-первых, художницу Сашу Скочеленко приговорили к 7 годам колонии. У вас может возникнуть вопрос, почему художницу у нас Сашу, но Скочеленко не меняется? В русском языке на самом деле есть правило о том, как мы пишем фамилии. И в большинстве своем здесь нет проблем. Но вы знаете, что в русском языке есть, во-первых, группа слов, которые не изменяются. Но вы знаете, что в русском языке есть слова, которые не изменяются по падежам. Ну, например, слово кофе. Люблю кофе, думаю о кофе, нет. Кофе, это кофе, все одно и то же. И есть группа фамилий, которая тоже не будет изменяться по падежам. Поэтому, и это, кстати, очень интересная и важная информация для вас, потому что вы иностранцы, и у вас, скорее всего, нетрадиционные фамилии для русскоговорящих людей. Итак, какие фамилии не будут изменяться по падежам? Если ваша фамилия заканчивается на «их» или «их». Ну, например, это может быть Черных или Русских. Есть такие фамилии. Они не будут изменяться. Или если ваша фамилия заканчивается на гласные, вот, например, О, Е, И, У, что-то еще, Ую. Например, очень популярная фамилия Ли. Господи, как его зовут? Брюс Ли, вот. Люблю Брюса Ли. Брюс будет изменяться, Ли нет. Думаю о Брюсе Ли и так далее. И если ваша фамилия заканчивается на эти гласные, то она тоже не будет изменяться никогда в русском языке по падежам. Если ваша иностранная фамилия заканчивается на согласный, то здесь зависит от вашего пола. Если вы мужчина, то ваша фамилия будет изменяться как обычное слово. Ну, например, Роберт Паттисон, да? Угу. Думаю о Роберте Паттисоне. А вот, например, Джулия Робертс тоже заканчивается на согласный. Я думаю о Джулии Робертс, то есть ее фамилия не будет изменяться. Мы запомнили, художницу Сашу Скочеленко фамилия не будет изменяться. Приговорили. Приговор – это решение суда, что суд решил. И если приговор – это решение суда, может быть обвинительным, значит, сказали, что да, человек виновен, человек это сделал, и ему нужно наказание, будет какое-то наказание, приговор еще может быть оправдательным. Оправдать значит сказать, что человек не виновен и может быть свободен. Но слово «приговорить» обязательно про наказание. Особенно приговорили к чему? К 7 годам колонии. Не знаю, как
в ваших странах. В России есть несколько вариантов тюрем. Есть несколько вариантов, где приговоренные, осужденные люди могут находиться. Один из таких вариантов – это колония поселения. Если обычная тюрьма – это больше похоже на здание за забором, и там люди живут в маленьких комнатках, то колония поселения – это, наверное, самая мягкая тюрьма, потому что она больше похожа на, скорее, на небольшую деревню, небольшое поселение, где больше свобод, то есть люди могут ходить в обычной одежде. И в теории колонии поселения это больше похоже на территорию. У них больше свобод, и в колонию поселения попадают люди, которые совершили преступление небольшой тяжести, или это их первое преступление. В общем, там больше свобод, но, конечно, это все равно тюрьма, там все очень строго. По делу об антивоенных ценниках. Что такое ценник? В слове ценник есть слово цена, например, цена в магазине, и ценник – это такая бумажка, на которой написана цена, есть штрих-код, написан товар. И что делала Саша Скочеленко? Она меняла ценники в обычном супермаркете на ценники, на которых написана информация про войну. Ну, например, российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов. Василий Островский, суд Санкт-Петербурга. Такое длинное красивое слово Василий Островский. В Санкт-Петербурге есть Васильевский остров. Очень красивый район. И вот это такой остров, очевидно, здесь, вот он здесь. И вы понимаете, что здесь два слова: Васильевский и остров. Но если мы хотим описать суд или район, который находится вот на этом острове, нам нужно всего одно прилагательное, поэтому нам нужно превратить Васильевский остров в одно прилагательное. Поэтому мы берем и просто объединяем эти два слова, Васильевский и остров, Островский, Василий Островский. Видим, что мягкий знак здесь не очень красиво выглядит, и получается Василий Островский. Район, суд и так далее. Также мы можем говорить вообще про все, что угодно. Ну, например, у нас есть зеленые глаза, а нам нужно одно прилагательное, и у нас будет зеленоглазые. Ну, например, я зеленоглазая. Василий Островский, суд Санкт-Петербурга приговорил художницу Сашу Скочеленко к 7 годам лишения свободы. То есть свобода, понятно, лишение свободы, ее лишили свободы. К 7 годам лишения свободы по делу об антивоенных ценниках, сообщает корреспондент «Новой Европы» из зала суда. Ранее гособвинитель требовал дать девушке 8 лет колонии. С учетом проведенного в СИЗО времени, если мы будем считать это время, которое она уже провела в СИЗО, то есть сколько она была в СИЗО это следственный изолятор. Это изолятор, по сути, тоже тюрьма, где обвиняемый ждет приговора, пока идет следствие. Когда идет следствие? Когда идет разбирательство и сбор фактов. Скочеленко должна провести в колонии общего режима 4 года и 8 месяцев. Скочеленко была признана виновной по статье о фейках о российской армии. Я думаю, вы слышали, что в России у нас есть такая статья о фейках о российской армии. Если ты говоришь что-то, если ты говоришь какую-то неофициальную информацию, то это уже фейк о российской армии.
То есть можно говорить только то, что говорят официальные представители власти. Так вот, есть такая статья, и мотив ее политическая вражда. То есть это часть 2, статья 207. Уголовного кодекса Российской Федерации. УК РФ. УК – это уголовный кодекс, то есть где написаны все уголовные преступления. Уголовное преступление значит против жизни и против имущества. Девушка не признала свою вину, то есть ее признали виновной по статье, но она не признала вину и отвергла заявление о том, отвергнуть, сказать нет, в общем, сказать резкое нет, заявление о том, что она распространяла ложную информацию. 13 апреля 2022 года Сашу арестовали за замену ценника в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. «Перекресток» – это сеть недорогих супермаркетов, и она там меняла ценники на листовки с информацией о погибших мирных жителях при обстреле драмтеатра в Мариуполе. То есть это события, которые были больше года назад, и она это делала тоже в начале 2022 года. Позже стало известно, что донос на девушку, донос – это сообщение государству, властям о том, что кто-то совершил преступление. Но в чем отличие доноса от обычного звонка в полицию, если ты видишь, что, например, кто-то убивает другого человека на улице? Донос – это обязательно негативная оценка этому сообщению, этому тайному сообщению. С точки зрения того, кто пишет донос, кто сообщает эту информацию властям, это может быть преступление. Но это настолько несправедливые вещи. Часто, например, сейчас это используется как политический донос. И донос делают с целью наказать другого человека. То есть там может быть и не быть никакого преступления, но человек, который совершает донос, хочет, чтобы человека наказали. Потому что технически, что Саша сделала, это абсолютно не требовало вмешательства со стороны полиции, например. Можно было убрать эти ценники, если они тебе не нравятся, но эта женщина, она хотела, чтобы девушку наказали. Донос на девушку написала 72-летняя пенсионерка. Меня крайне возмутить, значит, очень расстроить, вызвать очень негативные эмоции, несправедливости, злости, разочарования. То есть меня крайне очень возмутила прочитанная мной клевета. Клевета – это ложь, это неправда, которую специально распространяют. Поскольку я очень переживаю за российских солдат на Украине, смотрю все новости про это, рассказала женщина во время дачи показаний. То есть дача показаний. Это не дача, где дом в деревне, куда все едут летом. Дача показаний, значит, когда она давала показания, давала свои свидетельства, рассказывала про ситуацию и так далее. При этом позднее она отметила, то есть заметила, добавила, рассказала, что была удивлена столь суровому, значит, жесткому, серьезному, жестокому наказанию для Скочеленко. Честно говоря, я считаю, что если Дарье Треповой дадут 15 лет, Дарья Трепова обвиняется в убийстве Владлена Татарского. Это еще одно громкое дело. Что если Дарье Треповой дадут 15 лет, то за бумажки, за ценники, за бумажки, можно было бы, конечно, поменьше. Я вообще-то удивлена была. Я с самого начала прокурорам говорила, что за глупость-то? Прокуроры – это люди со стороны обвинения. За это столько же не дают. Ж – это усилительная частица. Можно сказать, за это столько не дают, или можно добавить эту усилительную частицу, за это столько же не дают, то есть еще сильнее. Выпороли и отпустили. Итак, что значит пороть? Вообще пороть – это наказывать детей, чаще всего детей, когда их бьют по мягкой точке. Я скажу такой эвфемизм. Можно говорить по 5-й точке, мягкая точка. В общем, их бьют по попе.
И другое значение этого слова – публичное наказание, когда специально, демонстративно кого-то наказывают. Можно сказать, публичная порка. И, видимо, и кажется, что эта женщина, в принципе, хотела такого публичного наказания для нее. Она не думала, что это зайдет так далеко. «Выпороли и отпустили», заявила женщина. Скочеленко признала факт распространения листовок, но заявила, что не считает себя виновной в распространении фейков. «Я просто хотела остановить войну. Это и было моей мотивацией. Не ненависть, а сострадание». Сострадание – это эмпатия. Когда ты понимаешь, осознаешь страдания или через что проходит другой человек, как тяжело, как плохо другому человеку. Это сострадание. «Я уверена, что каждый человек в этом зале не хочет, чтобы была война», говорила Скочеленко на одном из заседаний суда. Заседание – другой синоним слушания. Итак, мы сейчас еще раз прочитаем эту статью, вспомним все, о чем мы говорили, и все интересные слова. Давайте. Художницу Сашу Скочеленко приговорили к 7 годам колонии по делу об антивоенных ценниках. Василий Островский, суд Санкт-Петербурга, приговорил художницу Сашу Скочеленко к 7 годам лишения свободы по делу об антивоенных ценниках, сообщает корреспондент «Новая Европа» из зала суда. Ранее гособвинитель требовал дать девушке 8 лет колонии. С учетом проведенного в СИЗО времени, Скочеленко должна провести в колонии общего режима 4 года и 8 месяцев. Скочеленко была признана виновной по статье о фейках о российской армии по мотивам политической вражды. Часть 2, статья 207.3 УК РФ. Девушка не признала свою вину и отвергла заявление о том, что распространяла ложную информацию. 13 апреля 2022 года Сашу Скочеленко арестовали за замену ценников в магазине «Перекресток» в Петербурге на листовке с информацией о погибших мирных жителях при обстреле драмтеатра в Мариуполе. Позже стало известно, что донос на девушку написала 72-летняя пенсионерка. «Меня крайне возмутила прочитанная мной клевета. Поскольку я очень переживаю за российских солдат на Украине, смотрю все новости про это», рассказала женщина во время дачи показаний. При этом позднее она отметила, что была удивлена столь суровому наказанию для Скочеленко. «Честно говоря, я считаю, что если Дарье Треповой дадут 15 лет, то за бумажки можно было бы, конечно, и поменьше. Я вообще-то удивлена была. Я с самого начала прокурорам говорила, ну что за глупость-то? За это столько же не дают. Выпороли и отпустили», заявила женщина. Скочеленко признала факт распространения листовок, но заявила, что не считает себя виновной в распространении фейков. «Я просто хотела остановить войну. Это и было моей мотивацией. Не ненависть, а сострадание. Я уверена, что каждый человек в этом зале не хочет, чтобы была война», говорила Скочеленко на одном из заседаний суда. Конечно, это решение будут обжаловать, и никто не согласен с этим решением. И огромное количество людей подписали петицию, чтобы ее отпустили, чтобы Сашу отпустили. В общем, грустно, очень грустно. Если вам есть что сказать, то пишите в комментариях. Если у вас есть вопросы, то тоже пишите, я отвечу. До скорой встречи.